Привет! Вы на канале Aeroportal. В одном из прошлых роликов я рассказывал о совместном китайско-российском проекте широкофюзеляжного самолета CR-929, который должен был стать конкурентом аналогичным самолетам от Boeing и Airbus. Однако, в прошлом году в зарубежных СМИ появилась информация, что российская сторона больше не принимает участие в разработке данного проекта. Что же в итоге произошло? Попробуем разобраться в этом видео. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал и на нашу группу ВК. Это наш запасной аэродром с интересным контентом про авиацию. Ссылку вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Первые тревожные звонки, касаемо участия России в данном проекте, появились еще в 2022 году. Пройдемся по хронологии событий того года. Еще в мае 2022 года китайский посол в России заявил, что CR-929 – это один из важнейших совместных проектов РФ и Китая. Касаемо хода проекта, посол сообщил о достижении консенсуса по основным вопросам, связанным с производством данного проекта, и что совместная разработка идет стабильно. Но уже в июне того же года в СМИ появилась информация от вице-премьера РФ о сокращении участия России в данном проекте, поскольку процесс идет, цитата, «в принципе не в том русле, которое нас устраивает», конец цитаты. Но речи о полном выходе из данного проекта на тот момент времени не шло. В том же месяце глава Минпромторга Денис Мантуров на ПМФ 2022 подтвердил информацию о том, что проект остается в силе. Однако будет произведена переориентация исключительно на российские и китайские комплектующие. А пару месяцев спустя, в августе 2022 года, глава ОАК заявил об актуализации формата участия РФ в данном проекте. Одной из главных причин являются санкции со стороны западных государств. Еще месяц спустя, в сентябре 2022 года, главный конструктор Comac C919 на конференции в Шанхае сообщил о переходе работ по CR-929 в стадию предварительного проектирования. Но уже в декабре вышеупомянутый глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что новые обстоятельства заставляют задуматься о сокращении участия в проекте CR-929, но не исключил возможности остаться в проекте в качестве поставщика комплектующих для данного самолета. По этому вопросу планировались переговоры в начале 2023 года. Но о результатах данных переговоров информации не появилось, как и информации о проводились ли они вообще. И в 2023 году компания Comac на парижском авиасалоне в Ле-Бурже презентовала макет данного самолета, но уже без названия CR-929 и логотипа российского партнера ОАК. Проект был представлен под названием Comac Widebody, а его летные характеристики такие же, как и у CR-929. В то же время в зарубежных СМИ появилась информация о планах китайской стороны отказаться от российского участия в данном проекте, с отсылкой к анонимному источнику в авиаотрасли. Позднее был представлен макет того же самолета с названием C-929, а как мы помним, изначально в названии самолета C обозначало Китай, а R обозначало Россию. И вывод, исходя из всей информации, получается следующий. Китай решил самостоятельно вести данный проект. Но при этом Россия продолжит частично выступать поставщиком комплектующих, поскольку Китаю необходим опыт российских авиаконструкторов. Но зачем он им нужен? Дело в том, что ряд необходимых комплектующих, например, композитное крыло, Китай производить самостоятельно не имеет возможности, а западные партнеры, ввиду достаточно напряженных взаимоотношений и нежеланием взращивать себе конкурента, подобными технологиями делиться не станут. Плюс имеется риск санкционной войны западных стран с Китаем, в ходе которого доступ к ряду комплектующих может быть ограничен, что также дает плюс в использовании комплектующих российского производства. Также следует отметить, что одной из причин перехода на западные компоненты являются двигатели. Как я уже говорил в прошлом ролике, изначально на данный самолет предполагалась установка российских двигателей ПД-35. Однако, ввиду санкционного давления и пересмотра приоритетов в производстве, сроки его выпуска были сдвинуты на 2030 год. А проект CR-929 находится в процессе разработки с 2014 года, когда было подписано соглашение о кооперации. И логика тут получается простая. Смысл откладывать проект еще на несколько лет, когда уже имеются готовые двигатели западного производства. Лучше использовать их и выпустить самолет побыстрее. И на выходе получится самолет,
который будет представлен как собственная разработка Китая. Такая же собственная, как и Си-919. Тут также может возникнуть вопрос. Если РФ все равно участвует в данном проекте, как поставщик комплектующих, то может ли Си-929 стать заменой Airbus и Boeing в составе наших авиакомпаний? Ответ, скорее всего, будет отрицательный, поскольку только лишь наличие двигателей западного производства уже будет основанием для запрета поставок данных самолетов в Россию. И идти на такой риск и нарушать этот запрет компания Comac не станет. Общий вывод получается следующий. Сейчас отечественному производству необходимо сосредоточиться на собственных проектах, таких как дальнемагистральный Ил-96-400М, МС-21, HG-100 и других. Ведь тот ресурс, который уходил на проект CR-929, теперь можно перенаправить на самолеты собственного производства, а для Си-929 можно в перспективе заниматься поставкой комплектующих, что тоже будет плюсом. Это дополнительная прибыль и отсутствие необходимости в инвестировании данного проекта, поскольку более как разработчик Россия в нем не участвует. А вы как думаете, увенчается ли проект Си-929 успехом? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК по ссылке в описании. До встречи!